Понравилось вам, как в прошлый раз мы пекли в этой печи блины? Печь в прошлый раз была настроена как обычная русская печь. Если из вас кто не посмотрел сюжет о блинах, я не знаю, там водку пьянствовал, женщин с 8 марта поздравлял. Значит, вот здесь у нас есть ссылка, и обязательно посмотрите. Но вспомнил я сюжет о блинах, потому что очень многие в комментариях просили меня, стали почаще рассказывайте о русской кухне. Почаще показывайте русские блюда, которые народ, к сожалению, уже успел изрядно подзабыть. И я хочу вот о чем сказать. А что такое русская кухня? Вы же понимаете, что кухня в Архангельске и кухня в Краснодаре не может быть одной и той же. Потому что национальная кухня зависит от даров природы, которые есть в этой местности. Национальная кухня зависит от погоды, от климата, от необходимости топить печь, либо отсутствия такой необходимости. И уже в последнюю очередь национальная кухня зависит от языка, на котором разговаривают эти люди, либо особенностях национального характера. И еще один очень важный раздел в русской кухне есть. Исторический период. До Колумба, после Колумба. До картошки и подсолнечника или с картошкой и подсолнечником. Но царица русских блюд – это все-таки каша. Давайте сегодня поговорим о том, как готовить кашу в печи. С чем приготовить кашу? Можно пустую, вот одну крупу, да и все. Немножечко скучно. Можно с мясом. А можно приготовить и постную кашу. Ведь русская кухня еще и делится на периоды постные и тогда, когда людям можно было есть мясо. Но раз сейчас идет пост, давайте приготовим кашу с грибами. Вот знаете, сухие грибы. Подсаливаем воду. Я думаю, примерно вот столько хватит. Непременно нужно, чтобы грибы напились соленой воды. И замачиваем их. Как раз успеют подойти к тому времени, когда печь протопится. Между прочим, Россия одна из немногих стран мира, где люди употребляют в пищу лесные грибы. В основном во всем мире употребляют те, которые выращены. Шампиньоны. Многие недолюбливают эти шампиньоны, а зря. Шампиньоны очень хорошие грибы. И я советую смешивать шампиньоны с какими-то лесными, но очень дорогими грибами. Страшно подумать. Россия. Но килограмм белых грибов стоит как 5 килограмм отличной баранины. А я, товарищи, за разумную экономию на кухне. Пусть печь топится. Кто сказал, что вода не имеет вкуса, цвета и запаха? Минеральная вода Тассай даже звучит, как серебряный колокольчик. В каждом стакане воды Тассай отражается синее небо над горными вершинами Тяньшаня, а каждый глоток приносит свежесть и благоухание горных ручьев. Идеально сбалансированная премиум вода Тассай Эмеральд с 2001 года. Печь протоплена как следует, но сначала мне хотелось бы обжарить лук и грибы, которыми я собираюсь заправить гречневую кашу. Эта сковородочка, которая будет служить крышкой чугунку, слишком мала, поэтому отложим ее в сторонку. У меня есть вот какая сковородка. Это настоящая сковородка, внутри алюминий, который позволяет правильно распределить тепло по всей поверхности, а снаружи нержавеющая сталь. Абсолютно гигиеничный материал. Значит, грибы давайте порежем вот такими доликами, примерно как мандарины.
Сверху давайте разложим замоченные грибы. Ну и лук кубиками. Думаю, что этого лука более чем достаточно. Теперь все это богатство надо посолить. Ну, посмотрите, продуктов здесь очень много, поэтому соли я беру чуть ли не полную столовую ложку. Если мы хотим, чтобы это пожарилось и чтобы издало приятный, хороший запах, наверное, надо полить маслом. Растительным маслом. Все можно ставить в печь. Но как поставить, чтобы и снизу поджарилось, и сверху подпеклось? У меня есть вот какое устройство. Я сделал вот такие салазки специально под гастроемкости, специально под такие вот стандартизированные сковороды квадратные, профессиональные. Под что хочешь. Печь очень горячая. И вот отсюда снизу, от угольков, еще поднимается изрядный жар. Шашлык можно было бы пожарить, но и купол тоже очень горячий. Поэтому я поставлю между куполом и между подом, посередине печи эту сковородку, и тогда пожарится все равномерно, даже без перемешивания. О, как красиво зарумянилось. Это так красиво. Это так вкусно пахнет, самое главное. Понимаете, я уже представляю себе аромат будущей каши. Должны переложить в котелок. Вот здесь на противне еще очень много всего вкусного. И я не хочу это терять. А это вода, в которой грибы замачивались. И она тоже пахнет грибами. Ее я тоже не хочу терять. Через ситечко, чтобы не попался какой-то мусор, наливаем эту воду. Да? Прошлись по ней лопаткой. Вот сейчас у меня все чисто, но иногда бывает, что на сковородке остается какой-то припек. И этот припек просто-напросто надо растворить. В нем весь вкус. В нем весь аромат. Переливаем эту воду в котелок. Постараемся аккуратно. И эту воду тоже в котелок. Все. Сор, мелкие какие-то кусочки не нужны. Теперь вот этот котелок можно накрыть крышкой и поставить в печь. Знаете, на какое время? Это неправильный вопрос, на какое время. Я вам так скажу. До тех пор, пока вода не закипит, не покипит. Немного там, вот это вот у нас, то, что по-узбекски называется зирвак. Пока не образуется хороший бульон. Температура в печи 220 градусов. Я думаю, что закипит быстро. Если вы будете повторять этот же самый рецепт в духовке, то все только проще. Крути ручки. 250 градусов, 200 градусов, 150. Какую хочешь температуру можно поставить. И все вот эти разговоры о запахе из печи, об особом печном духе, якобы дровами оттуда должно пахнуть, это все в пользу бедных. Из печи сейчас ничем не пахнет. Пахнуть будет едой, которая правильно приготовилась за счет равномерного нагрева со всех сторон. Как его организовать в духовке, вы должны подумать самостоятельно. Ну что, зирвак, я думаю, вернее, грибной бульон у нас хорошо настоялся. Я думаю, что он очень хороший. Осталось выбрать
крупу. Вот у нас есть даже не гречка, а греча, ядрица, высшее качество, сразу 1,5 килограмма. И есть гречка алтайская. Не знаю, давайте остановимся вот на этой. Попробуем. Я ее пока что никогда не готовил. И хочу посмотреть, какая же она на самом деле. Во-первых, я вам должен сказать про запах. Иногда бывает, возьмешь какую-то крупу, от нее затхлостью пахнет, какими-то складами пахнет. А от этой ничем, кроме как полем, не пахнет. Хорошая, тяжелая, увесистая, очень сухая гречка. Я думаю, что мы ее помоем и пустим в дело. Гречка готова. Осталось достать бульон. Сложить все вместе. И это последняя операция. Так. Так, ребята. Я сюда наливал примерно 2 литра воды. Вот на этот лук, на эти грибы. А гречки у меня 1,5 килограмма. Я так понимаю, что этой воды будет явно недостаточно. Потому что гречка берет 1 к 2, это минимум. И я долью еще сюда примерно литр. Думаю, что я и досолю еще этот зирвак. Потому что мы грибы-то и лук с вами щедро посолили. Но посмотрите, сколько гречки. И посмотрите, сколько воды. Это же все тоже требует соли. Неправильно посоленная, недосоленная еда не бывает вкусной. Не беспокойтесь, вот я знаю, что врачи говорят. Я это все слушаю точно так же, как и вы. Уже скоро 60 лет как слушаю. Но, честное слово, вредная та еда, которую человек ест без аппетита. А когда человек ест с аппетитом, когда эта еда вкусная, когда она его радует, как она может принести ему вред, а не пользу? Как? Что здесь мы положили вредного? Гречка вредная? Нет. Грибы вредные? Нет. Лук, растительное масло хорошее. Вот о растительном масле, о качестве растительного масла лучше позаботьтесь. Позаботьтесь как следует о качестве базовых ингредиентов, которые вы употребляете чаще всего. Вода, хлеб, масло, сливочное масло. Ну и крупы, конечно. Россия такая страна, здесь так все устроено, что хочешь или не хочешь, мы крупы едим в достаточно большом количестве. Это едва ли не база, едва ли не основа пищевой нашей пирамиды. По крайней мере, крупы всегда находились внизу, в самом основании. То есть их употребляли очень много. Если где-то едят много фруктов, много овощей, кто-то ест, там, не знаю, много мяса и картошки, в России традиционно ели крупы. Поэтому качество круп для нас очень важно. Я перемешиваю, стараюсь сделать так, чтобы гречка и грибы оказались более-менее равномерно распределены. Но эти грибы, они такие легкие, всплывают. Ладно, потом, когда гречка уже почти что впитает воду, мы к этому вопросу еще вернемся. Перемешаем так, чтобы грибы оказались закопанными в гречку. Ну, горшок, садись в печку обратно. Знаете, насколько? Да сколько душа выдержит. Пусть стоит 2 часа, 3 часа. Температура печи сейчас сравнялась, что внешний купол, что наружный купол, около 200 градусов. Вот часа за 2-3 печь будет остывать градусов до 100-120 комфортной температуры, чтобы каша получилась распаренной, чтобы у нас получилась настоящая русская гречневая каша. И вот, наконец, настал тот момент, когда я терпеть больше не могу. Хочу каши. Давайте посмотрим, какая она у нас получилась. Увесистый горшочек, надо вам сказать.
кто кашу не поест, так, может быть, такой горшок и не очень-то поднимет. Ну, а здесь как? О! Вы посмотрите. Вы только посмотрите. Разве это не то, как надо? Вы только посмотрите. Вы только посмотрите. Вот она, видите, она и не размазня, и в меру рассыпчатая, и при этом обладает характером именно что каши. Пойдемте за стол. Там попробуем. А вот вы обратите внимание на блюдо какое. Вроде как узбекское, а вроде как и русское. Ромашки, лютики, цветочки. Я думаю, что это блюдо достойно того, чтобы принять кашу. Кстати, посмотрите, сколько каши получилось. Вровень с горлышком горшочка. Вот что значит опыт. Кстати, мне ведь интересно узнать, как вы развиваетесь, какого опыта вы набираетесь. В прошлый раз я и АФГ «Националь» объявляли конкурс на лучшее приготовление блюд из круп «Националь». И победил молодой человек по имени Тимур Тюменбаев. Ссылку на его ролик можете найти в описании к этому ролику. И Тимур получает в подарок мою книгу «Плов» с автографом. А остальные мои книги у него уже есть. Представляете себе, молодец какой. Так вот, ну а от АФГ «Националь» Тимур получит набор их продукции. И поскольку в прошлый раз отреагировали люди очень хорошо, очень многие люди присылали свои ролики, мы хотим сделать этот конкурс регулярным. Вот сегодня мы что готовили с вами? Гречку, да? А давайте теперь будет конкурс на приготовление лучшего блюда из гречки «Националь». То ли вот такую крупу берете, ядрицу под названием греча, то ли гречка алтайская. И готовите, что хотите. Хотите вот это блюдо, хотите что-то свое. Мне все будет интересно посмотреть. Присылайте конкурсные работы, ну а мне надо пересыпать кашу. Ух! Горячо! Знаете, как пахнет? Гречкой. А я вообще очень люблю гречневую кашу. Вкусно пахнет жареным луком, вкусно пахнет грибами. Вот просто вкусно пахнет русской кухней. А теперь знаете, что я вам хочу показать? Я, простите, хочу немножко похвалиться. Посмотрите, горшок какой. Нигде не пригорело. Все ровно так, как надо. А еще хочу похвалить «Националь». Вы посмотрите, какая гора каши получается из 1,5 килограммов крупы. Понимаете? Это же сила. Вот она сила. Вот она сила, молодость и красота. Приятного аппетита, дорогие друзья! Дорогие друзья, если я что-то и сделал в своей жизни хорошее, то это кулинарные книги, которые я написал. Вот эти две занимали первые места на международных конкурсах, но дело даже не в этом. Когда их даешь кому-либо в руки, люди берут и говорят, дорого стоит, 1008 или 10. То есть люди оценивают их в 3 раза дороже, чем они стоят на самом деле. Но сегодня у меня для вас отличная новость. Скоро наступает летний сезон. Нужно будет готовить что? Шашлык. Для этого есть книжка «Мангал». Те, кто покупает книжку «Мангал» вместе с книгой «Казан», шикарная книга, между прочим, получают абсолютно уникальную книгу о марокканской кухне совершенно бесплатно. Знаете, что такое марокканская кухня? Кто полюбил узбекскую, кто полюбил азербайджанскую, тот полюбит и марокканскую. Потому что это как бы продолжение тех же самых блюд,
только с абсолютно другим вкусом. Готовится очень просто. Готовится из тех же самых продуктов, из которых и мы в основном готовим, и с теми же самыми специями, что продаются у нас повсюду. Но получается что-то новое. А кулинария и есть наука о новых блюдах. Итак, мангал, книга «Казан», и вы получаете книгу «Таджин Кускус» о марокканской кухне. Совершенно бесплатно. Сама по себе эта книга стоит 3000 рублей. Но это еще не все. Вот здесь у меня есть книжка «Счастье кулинара». Во многом эта книга автобиографическая. Она о моем кулинарном становлении. Что я любил в детстве, что мы с супругой готовили в молодости, что мы любим готовить сейчас. Это книга о нашей семейной кухне. Но, разумеется, моя самая большая любовь – это плов. Итого, книга «Плов» и книга «Счастье кулинара». Кто покупает их вместе, получает книгу про марокканскую кухню опять бесплатно. Книги можно заказать с автографом. Вот эта книга нынче чемпион по продажам, потому что это самая новая книга, составленная по рецептам, которые вы выбрали. Вы смотрели эти рецепты больше всего в Ютубе. Вы их чаще всего лайкали. Вы чаще всего подписывали, просмотрев ролики с этими рецептами. 75 уникальных, самых вкусных рецептов вот здесь. Помимо этого, я хотел бы предложить вам очень интересную книгу о чеченской кухне. Эта книга так и называется «Кухня чеченского народа». Шикарный том. Опять-таки, что-то новенькое. Не то, что вы готовите всегда. Хотите развиваться дальше? Хотите узнавать что-то новое? Вот она. Книга о чеченской кухне. Кавказ, что может быть лучше? Лучше может быть только книга о баранине. Книга «Казан-баран» и моя самая первая книга, которая продается уже 17 лет. «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». Так любит ее народ, что каждый год приходится допечатывать тиражи. К слову говоря, книга «Таджин Кускус» только кажется маленькой. На самом деле она чуть-чуть больше, чуть-чуть шире, чем книга «Казан-мангал». Вот она насколько больше. Вот она насколько шире. Точно такая же по толщине, отпечатанная на роскошной бумаге. Если кто-то захочет купить вот эти две книги, «Казан» и «Плов», разумеется, тому человеку я тоже подарю книгу «Таджин Кускус» совершенно бесплатно. А если кто-то захочет купить 3 книги о чеченской кухне, а так часто бывает, люди покупают сразу несколько книг, а потом просят меня: эту книгу подпиши для Сергея, эту книгу подпиши для Рустама, эту книгу подпиши для Бориса. И все, у этого человека решен вопрос с подарками. Итак, хотите ли вы купить что-то для себя, хотите ли вы купить что-то в подарок друзьям, всегда есть выбор. Одну книгу берете себе, одну книгу другу, третью получаете бесплатно. Заходите в мой магазин stalik.ru. Книги мы знаете, как упаковываем? Во-первых, картонная коробка. Во-вторых, обязательно пузырчатая пленка. И только потом пакетик, в котором вам эту книгу и доставят. Все книги доставляют в идеальном состоянии. Не помятые, не порванные, как это бывает очень часто, к сожалению, в маркетплейсах. Я поэтому и решил, что больше мои книги в маркетплейсах продаваться не будут. Эксклюзивный продавец моих книг – мой магазин, где все под моим контролем – stalik.ru. Ссылка в описании.